Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что ждете нашу встречу в прямом эфире с Василием Волгой. Он на связи. Василий, приветствую вас. Мое приветствие вам и зрителям вашим. Друзья, всем большое спасибо за то, что вы тоже присоединяетесь к беседе. Это сделать, как всегда, очень просто. Это сделать, как всегда, очень легко. В общем, ждем ваши вопросы и, конечно, будем их поднимать в финальной части программы. Поэтому досмотрите до конца все те, кто только что присоединился или присоединяется. Значит... QR-код на экране, возможность канал поддержать на экране, прям написать этот вопрос, если работает сервис. Закрытый клуб зрителей Шелеста, уникальное сообщество единомышленников. Там тоже есть анонс встречи, и можно задать вопросы. Абсолютно открыто в сообществе YouTube проанонсирована наша встреча в прямом эфире, и там уже собираются вопросы. Присоединяйтесь, пишите свои. В финале также пообщаемся напрямую в чате трансляции. Сразу в чат писать вопросы не надо. Они улетают, да, некому запоминать. Вот мы вдвоем с Василием, так сказать, собственно, вещаем, но предлагаем в самом начале проголосовать, чтобы не забыть, вот по такому вопросу. Это голосование в чате трансляции нашего сегодняшнего эфира. Вы против или за перемирие? Варианты ответов. Против энергетического, я за полное. Ну, как бы ни туда и ни сюда. Сегодня такой массовая истерика. А запрещали стрелять россиянам, а украинцы не будут больше стрелять по НПЗ. Так а как, а почему ничего не сказали, а почему только на третий день после Абу-Даби? В общем, это тоже мы обсудим сегодня. Вариант. Против энергетического, за полное. Против, я за полноценный мир. И сразу, то есть четко договорились, все, а дальше уже как бы подчищаем хвосты и, в общем, устаканивается все. Следующий вариант. Я за любую деэскалацию. Энергетическая, хлебная, школьная. Ну, как помните, с 2014 года на Донбассе их было много, они плохо держались, но они были. И хоть какая-то была... ну, не знаю, шпарына по-украински, да, какая-то вот отдушина, скважина, чтобы глотнуть, форточка, чтобы глотнуть этот воздух, хоть не стреляют. И четвертый вариант. Я за продолжение войны. Вот так просто, без окивоков, как сегодня воскресший Кадыров, да? Его же там хоронит украинские ГУР, паблики, то он при смерти, то акула съела, то утонул, то еще что-то, то там разбился, хотя это сын. Но тем не менее, сегодня Кадыров, у Путина президент Арабских Эмиратов, и там есть Кадыров. Говорит, нет, говорит, он четко говорит, я за продолжение войны, я против переговоров. Вот такой у нас и четвертый вариант. 4 варианта, Василий, и интересно ваше мнение. Вы за что? Можно только из них выбрать или комбинировать? Комбинируйте, пожалуйста. Конечно, я за мир. То есть, я против каких-то промежуточных вариантов. Промежуточные варианты в нашей ситуации ни к чему не приведут. Нам необходим мир, причем такой мир, который приведет к тотальному, полному переформатированию самой проектности Украины. То есть, когда Украина из того, к чему ее готовили, что из нее делали на протяжении последних 30 лет, то есть как государство-форпост, как государство, этакий себе, знаете, викинг по найму, вот, целью которого является защита крайних рубежей Европы и война с Россией ради нанесения ей стратегического поражения в надежде. Вот, то есть необходимо полное переформатирование в страну, которая вмонтируется в международное разделение труда, страну, которая будет строить, не воевать, страну, которая будет безопасна. То есть я против временных мер, я за фундаментальный мир и за восстановление Украины. То есть вот такая моя позиция. Да, друзья, интересна ваша позиция. В конце мы подведем итоги и, соответственно, попробуем подумать, да, насколько это легко и просто. Начнем, пожалуй, с главной истерики сегодняшнего дня. Так как это? Договорились и никому не сказали? Тайный приказ о том, что не стрелять по энергетике, потому что послезавтра минус 25 в Украине, а ВСУ обязуется не стрелять в ответ. И, конечно же, Абу-Даби. Потому что якобы это все через американцев.
Мол, Украина договорилась с американцами, американцы как бы предложили россиянам, россияне вроде как согласились, и, в общем, ну, как бы пауза в этих всех обстрелах. Причем интересно, что ровно вчера нам Зеленский говорит, готовится масса, и каждый день у нас сейчас вот эта информация гуляет, то орешник запускают, то какой-то комбинированный удар. Точечно удары происходят и дальше. Если этих ударов нет или не будет, вообще непонятно, почему летают вот эти дроны со старлинками, которые срисовывают местность. В общем, полная чехарда. Что вскрыли вот эти споры и вот эти кривотолки? Просто сейчас лидеры мнений, так называемые, разделились на две части. Одни говорят, это все вброс, ложь, звездеж и провокация. Другие говорят, не-не-не, подождите, это хитрый план, все нормально. Взамен Украина вообще отступит с территории Донбасса. Ни одни, ни вторые правды не знают. То есть это, знаете, это гадание на кофейной гуще. И я не являюсь сторонником такого подхода и тем более радикальных заявлений. Ни я, ни вы, ни те, кто сейчас так это резко заявляют, они не присутствуют за закрытыми дверями и не являются свидетелями того, что не придается огласке. Поведение Зеленского, оно понятно, оно идет в тренде того, что, собственно говоря, страх – это способ управления массами. Как-то неудивительно, вот этот страх и надежда тогда хотя бы на кого-то, есть великий спаситель Зеленский, который знает, как действовать, он будет нагнетать страх. Вот. На самом деле будут удары, либо не будут удары. Существует договоренность, либо не существует. Знаете, это такая осторожная надежда на то, что вот ответ Пескова, например, в отношении того, что я не буду этого комментировать, мы это не комментируем. Тоже, знаете, такая надежда на то, что все-таки какая-то договоренность существует, есть, не всякого сомнения. Но ближайшие дни, а возможно ближайшие часы нам покажут, так это или не так. Мало того, ведь у нас с вами ситуация какова на протяжении всех лет конфликта, начиная от Стамбульских соглашений, уже даже не то, что было договорено, то, что было парафировано, то, на чем были поставлены предварительные подписи, согласованные позиции, отменялось приездом одного какого-нибудь рыжего заморского политика. Да? То есть это можно было все отменить. Так что в данной ситуации говорить о том, что уже достигнута, я бы такая договоренность, я бы не стал. Но, знаете, мне кажется, на сегодняшний момент мы с вами находимся в ситуации, когда всем, скажем, политикам, общественным деятелям, журналистам, да и простым людям, от которых в конечном итоге зависит то самое общественное мнение, которое и формирует, собственно, власть. А зависит? Зависит. Да ладно. Опять-таки, я не хочу выдаваться в этот спор, да, там дальше, но, наверное, на меня в свое время во многом работы Ленина по теории революции произвели соответствующее впечатление, да, и до тех пор, пока не созрели необходимые условия, то есть, когда верхи не могут, низы не хотят, то есть массы не хотят, революция не произойдет. Все-таки в определенной степени массы играют роль. Хотя, честно скажу, вот буквально перед нашим с вами эфиром я общался с одним из украинских политиков, действующих депутатов парламента, и я все хотел выяснить у него, вот его отношение к тому, как настроены сегодня массы вот, в Киеве, в Харькове, как настроены украинцы сегодня, какой настрой. Извините, сразу маленькую ремарку. А откуда ему знать? Василий. Ага. У нас с вами реальной социологии нет. Кстати, днем ранее мы разговаривали с Женей Копатько, да, вот как раз обсуждая этот вопрос, вот с ним как мэтром социологии, да, то есть тем человеком, на котором, собственно говоря, длительное время держались прогнозы для существования украинской власти. Власти Януковича, например, и предшествующих властей. Вот. И он то же самое говорит, что у нас на самом деле, пока у нас нет реальных данных, а верить действующим, тем, которые появляются социологическим опросам, очень сложно. Люди запуганы, люди боятся ставить крестики просто на бумажечке. Люди боятся ответить на камеру, что на самом деле они думают по существующему положению вещей. Да, так вот этот политик меня убеждает в том, что массы растеряны. Массы растеряны, и на сегодняшний момент не существует единонаправленного такого, знаете, украинского вектора. Либо воюем до последнего, либо отступаем до последнего, либо отдаем все территории.
Вот. Вне всякого сомнения существует усталость. Это первый фактор. Усталость масс. Да? Усталость украинцев от этой войны и, конечно, те ужасные условия, в которых оказались. Второй фактор. Можно мы ли говорить, что либо сейчас уже достигнута договоренность, мы просто о ней не знаем, либо мы находимся в процессе, я думаю, что мы можем судить по некоторым косвенным факторам. Например, Россия. Да, берем российские бюджеты на 2026 год, вот на действующий год. Мы увидим, оборонный бюджет чуть-чуть уменьшен. То есть оборонный бюджет России на этот год, если там не изменяет память, 167 триллионов, что-то такое. Но суть в том, что он почти на 3% ниже, чем бюджет прошлого года. О чем это может говорить? Ну, прежде всего, о том, что это явно не бюджет тотального удара. Да, не бюджет нокаутирующего удара. То есть это не тот бюджет, который приведет к тотальной концентрации нанесения решающего удара по Украине. Это как минимум. Также мы можем говорить, знаете, еще один фактор, который вот по российской экономике. Я почему танцую от экономики? Потому что танцевать надо от печки. Когда-то еще Маркс определил фундамент и надстройку. Вот фундаментом являются экономические общественные отношения, то есть экономика государства. А надстройка – это уже культура, религия, политика, в том числе и внешняя политика, и способность вести войны. Так вот, если посмотреть на оборонный сектор Российской Федерации, да, то предыдущие годы этот оборонный сектор рос темпами 30 и более процентов. Темпы это колоссальные темпы. Такие темпы были только, пожалуй, можно сравнить с экономикой Сталина. То есть в том смысле, что только во времена Сталина так мощно восстанавливалась экономика после Второй мировой войны, после Великой Отечественной войны. И это до сих пор является предметом изучения экономистов, историков экономики, как это было возможно, как можно было таких темпов добиться. Так вот, Россия демонстрировала нам на протяжении 4 этих лет 30 и более процентов роста оборонного сектора экономики. На следующий год, по данным Министерства экономики Российской Федерации, запланирован рост только 4%. Но опять-таки подчеркну, что это не является базисным, если мы рассматриваем, да, это не является таким подготовкой к нокаутирующему удару. Первым. Вы видите, как одну секунду, вы сейчас продолжите. Вы видите, как этими данными сейчас играет... Да Зеленский играет. Да, конечно. Он говорит, у них там плохо все в экономике, у них они сейчас они они вынуждены, мы их принудим, да? Мы их... Нет. Знаете, это, Зеленский, он врет, как обычно. То есть, эта ситуация... Ведь, когда мы говорим о том, что рост идет, но просто этот рост перемещается в другую сферу, да, когда Россия сейчас больше средств хочет выделить на инфраструктурное развитие, на научно-технический прогресс, и так далее, и меньше на войну, просто мы можем сказать о том, что мы на самом деле видим ситуацию, при которой переговоры возможны. Ситуацию, при которой переговоры возможно запланировать. Возможно, они являются, то есть это как раз-таки экономическая логика является следствием логики политической. Мы можем так сказать. А в отношении этих бредней Зеленского о том, что Россия, так сколько говорили, колосс на глиняных ногах, вы, не знаю, знаете же, вероятно, мое второе образование, я финансист, но я не теоретик, я практик. Да, я возглавлял один из центральных органов исполнительной власти в Украине, один из финансовых регуляторов Госфинуслуг. И для меня то, что продемонстрировала Россия в финансовой сфере на протяжении этих 4 лет, является большим чудом. Меня, например, этому не учили. Да? Мало того, я думаю, что я бы с большим удовольствием прочитал какую-то докторскую диссертацию, которая объяснила бы, как это было возможно, когда Россия в первый год войны отключена от СВИФТа, от международной системы расчетов, не рухнула. В моем узком и таком ограниченном понимании, я не являюсь, еще раз скажу, теоретиком, я практик, но я был свято убежден. То есть я принимал участие в формировании международных расчетов Украины, в проведении международных расчетов Украины, подготовке соответствующей нормативно-правовой базы для этого. И всегда
всегда, вот услышьте меня, страны, ключевые страны мира к СВИФТу привязаны как к тому самому платежному инструменту, который позволяет осуществлять международные расчеты. И в моем понимании, и в понимании очень многих аналитиков, не только моего, но я сошлюсь на Александра Рара, например, вот, который, в общем-то, ожидал, что это будет сродни взрыву атомной финансовой бомбы и крушению России. И что? Объяснить на самом-то деле такую устойчивость можно только очень глубинной экономической устойчивостью. Вот. Ну и, конечно, талантом тех финансистов, которые это сделали. Это чудо, ну, на него надо бы, конечно, посмотреть более серьезно. Так что бредни в отношении того, что не сегодня, а завтра там рухнет российская экономика, это вообще из области ненаучной фантастики. Итак, я предлагаю этот второй блок. Первый блок, который мы с вами увидели, это растерянность украинцев, которую уже и Зеленского, собственно говоря, не терпят, ненавидят. Но как поступать, кому поверить, где увидеть либо ту политическую силу, либо того политического лидера, который бы смог бы кратко и понятно сформировать основные посылы для переформатирования, причем достаточно быстро переформатирования Украины и из этой, знаете, из этой густой темноты, из этого висящего тумана, понимаете, из этих бетонных стен безысходности показать дверь, куда двигаться. Вот, это украинская ситуация. С экономикой России мы видим, что она не готовится к нанесению какого-то особого удара, например, тотальной мобилизации, например, тотальному вооружению, например, тотальному удару, который снесет Украину и снесет вооруженные силы Украины. Но и также мы имеем с другой стороны позицию Украины. Что мы имеем в Украине? Ну, базиса у нас не существует. Подождите, как не существует? Наш тыл – это Европа. Наши это западные там, вооружения. Вы же заметили, как лихо мы уже говорим на чужие разработки, что это наши разработки. Ну, это же прям на поверхности. Фламиндичи, эти малюки, которые дроны, какие-то еще дроны-перехватчики, которые там стоят на встрече у Стармера и Зеленского, как Фламинго и так далее. Да, под колпаком вот эти. Вот сейчас дрончик такой, там он там летит, понимаете? И другие вещи. Плюс, это же началось еще с самого начала, да, когда Резников говорит, давайте все к нам, эксперименты по оружию, эксперименты пожалуйста, отличный полигон. Это слово «полигон», оно звучало из уст украинского политика, не европейского, потому что, несмотря на пропасть в образовании, несмотря на абсолютно номинальные фигуры, которые мы видим на сцене, ну, я беру там европейцев, вообще всех, да, лидеров, да, вот тут же как... Есть такое выражение, я не помню, кто сказал, значит, на вершину скалы, вот эту безжизненную вершину скалы, могут добраться только два вида существ. Или пресмыкающиеся, или орлы. Понимаете? И кажется, что как бы пресмыкающиеся вот эти все ящерицы, они туда как бы, ну, доползли. И мы понимаем, что обращать на них внимание, это не личности в плане там личности. И они не отвечают ни за что. И вот мы это наблюдаем на Западе сейчас, да, там, в этих разных вопросах, в метаниях вокруг Гренландии, Стармер отправился к Си, это все такая вот геополитическая история. Но проблема в том, что наши тылы, вот эти западные, которых я вот обозначил, да, они же, ну, давайте так, объективно судить. Несмотря на вот эту иерархию, да, и несмотря на многих пресмыкающихся, абсолютных серых личностей, как вот Лавров, да, я хотел добавить, что Лавров же сегодня очень четко сказал, ему спрашивают, так а что, запретили бить, так а что? Он говорит, мы не раскрываем конфиденциальные вещи, которые обсуждались. То есть изначально было договорено, что в прессу ничего не попадет. И поэтому Россия говорит, я ничего вам не скажу, Песков. Лавров говорит, конфиденциальные, это конфиденциальные переговоры. То есть тут есть какая-то вот последовательность. В отношении этого тыла мы видим, ну, его ущербность, да, по форме, по содержанию. Однако, если объективно посмотреть, ну, подождите, работает.
Но раз 4 года держатся, значит, работает там вот эти, как это, шестеренки крутятся европейские, денежка-то идет. Сегодня Нацбанк понизил ставку учетную. Ну, это к вашим, ну, скажем так, отсылкам к финансовым делам. То есть, видите, Работают. как... Работают, вы знаете, есть такой в спорте такой известный случай Соц. Вот так и называют. Это был такой бегун на большие дистанции, 10 километров бежали. Я уж не помню, это были 60-е годы, точно вот вам не скажу. Вот. И, значит, бежал этот парень, было очень жарко. Это в Мехико происходила эта вся история. Вот там высокогорно есть там такой стадион. Вот. Он бежал, и все нормально было. Все говорили, смотрите, бежит, уже долго бежит. 5 километров пробежал и 7 километров. И вот на последнем километре стало что-то происходить. Эти кадры есть в сети, могут ваши вот зрители посмотреть. Вдруг он стал вести себя странно. То есть он развернулся в другую сторону, не побежал. Его сами движения стали комичными, как вот знаете, вот этого, на ниточках вот этих вот фигур, которые, вот деревянные фигуры, которые, как там, арлекины называются, да. Вот. Так вот, и в конце концов он упал, и в конце концов он умер, не добежав до цели. Как оказалось, у него было полное обезвоживание и полное обессаливание организма. То есть его не смогли, ни капельницы, ничто не помогли. Это очень похожая ситуация с украинской экономикой сегодня. Украинский базис, давайте обратим внимание на цифры. У нас с вами доходная часть бюджета на 2026 год запланирована 67 миллиардов долларов. Сегодня уже нам необходимо, чтобы закрыть бюджетные потребности, минимум 45 миллиардов долларов. Это чтобы бюджет закрыть. То есть практически нам не хватает половины. А воевать еще. Сегодня есть надежда на то, что бюджетную часть каким-то образом закроет Европейский Союз, который пообещал 90 миллиардов на 2 года. Да? Но я довожу до вашего сведения, их нет, этих денег до сих пор. Идут страшные бои между национальными экономиками, между руководителями национальных экономик европейских государств, чтобы выдавить из Франции 20 миллиардов, оттуда 5-10 миллиардов, чтобы понасобирать 40 миллиардов Германию как-то каким-то образом взять. Их нет пока, этих денег. Мало того, уже на сегодняшний момент понятно, экстренный анализ состояния экономики украинской, связанной с этой катастрофой, гуманитарной катастрофой, в которой оказалась Украина, показывает, что дай бог, чтобы половину собрали, чтобы вообще хоть что-то собрали. Посему наш базис отсутствует, мы находимся на полном искусственном дыхании. Я имею в виду, конечно, Украину. И все зависит от того, в состоянии ли и есть ли баллоны с кислородом у тех, кто обеспечивает искусственное дыхание Украины, кто обеспечивает возможность вести ей войну. Вы вот так кратко прошлись по бардаку, который творится сегодня в Европе, который творится сегодня, в принципе, в западном мире. Этот бардак показывает на то, что на самом-то деле кислород уже подается с перебоями. Проблемы колоссального характера с этим кислородом. И по этой причине, если взять 3 этих фактора, то мы можем сказать, конечно, что надежды на то, что стороны могут прийти к переговорам, к реальным переговорам и к реальному миру, эти надежды есть. Но возникает ключевой вопрос. Хорошо, сели, договорились. Давайте стрелять не будем. А что потом? Ведь потом станет вопрос на самом-то деле во-первых, правоспособности украинских политиков. А в состоянии ли украинские действующие политики подписывать договора международного уровня, которые не могут быть впоследствии оспорены? Сегодня нет. Перед Украиной стоит вопрос выборов. На самом деле, для того, чтобы это перемирие и этот мир не был просто каким-то временным, для того, чтобы, знаете, как-то силы подкопили, европейцы денег подсобрали, ракет «Патриот» передали, воюем дальше. Чтобы это было миром, необходимо как раз-таки изменение вот этой самой проектности Украины. И здесь стоит вопрос выборов, очень серьезный вопрос выборов. И, конечно, на эти выборы должна появиться, условно говоря, партия мира. То есть это выборы, при которых, во-первых, должны быть выпущены все политические заключенные, должны быть оставлены политические репрессии. То есть мы говорим с вами о необходимости создания условий, при которых реальные, демократические, более-менее свободные выборы возможны. Сделать это можно, если 2 человека в нашей с вами ситуации, Трамп
и Путин об этом договорятся. Проблема, конечно, в этом есть. Так, например, Трамп определяет главной проблемой Зеленского, Орбан определяет главной проблемой Европейский Союз, имея в виду Англию, Францию и Германию. Вот. Но это возможно преодолеть. Но вот знаете, вот сам по себе необходимость появления партии мира, знаете, я вот смотрю, часто об этом говорит Николай Янович Азаров. Вот он утверждает, что на самом-то деле невозможно никаких изменений произвести вот в украинском политическом поле, ничего этого невозможно сделать, пока не появится каким-то образом артикулированная в рамках одной идеологемы собранная политическая партия. Еще раз подчеркиваю, даже пока еще не зарегистрированная. Ну, к примеру, на вашем канале, Александр, какое огромное количество прекрасных людей. Это и политики, и аналитики. Некоторые аналитики, которые политиками ранее были в активной политике, находятся. И все, которые находятся в тренде необходимости мира. Сколько прекрасных людей сегодня сидит в украинских тюрьмах, которые являются и действующими народными депутатами, вот, которые подверглись репрессиям, ну и теми людьми, которые представляют достаточно большие слои общественного мнения. Вот формирование такой структуры крайне необходимо. Да? То есть, вот, как минимум, чтобы эти люди, которые как минимум в вашем чате находятся, извините, на вашем канале находятся, чаще друг с другом контактировали и шли по пути подготовки того, а что мы предложить-то можем, братья. Ну, то есть, хорошо, будут созданы такие условия. Как они возможны? Я предполагаю. Например, в рамках Совета мира, созданным Трампом, да, есть Александр Григорьевич Лукашенко, вот, который там находится. Александр Григорьевич, по моему мнению, мог бы взять вот в этом Совете мира Трампа созданном, мог бы взять на себе функцию курирования, вот именно построения той структуры, которая обеспечила бы проведение честных и прозрачных выборов на территории Украины с возможностью голосования украинцев, не только тех, которые внутри Украины находятся, а те, которые находятся в Европе, в Российской Федерации. Ну, то есть, для того, чтобы это волеизъявление было возможно. Для того, чтобы эти люди, вот, о которых я сегодня говорю, ну, я всех не перечислю, у вас очень такая достойная линейка очень авторитетных людей, очень толковых людей, вот, то эти люди, они вполне могли бы нечто предложить, но над этим надо работать. Ну, и по этой причине важнейшим в конечном итоге для достижения этого перемирия, для того, чтобы мы к миру пошли, является вопрос устранения от власти Зеленского и всех его любителей золотых унитазов. Вот. Невозможно это сделать ни путем революции, ибо она невозможна, ни путем дворцового государственного переворота. Это невозможно. Это возможно в процессе согласования между ключевыми акторами, которые сегодня в отношении Украины, конечно, являются Российская Федерация и Соединенные Штаты Америки. Вот если здесь договоренность будет достигнута, то тогда и энергетическое перемирие может быть первым этапом на движении к этому пути. Вот. Ну и самое главное, конечно, изменение самого проекта. Украина как форпост, Украина как антироссия должна прекратить свое существование. Это должна стать Украина, которая будет работать в рамках существующих транзитов, в рамках существующих энергетических программ, в рамках международного разделения труда. Ну, смотрите, тут какой момент? Европа сегодня включила Россию в черный список по отмыванию денег. Это вот свежая новость сегодняшнего дня. Там полетели вот эти, не головы, но это понятное дело, это все для пиара. Там Катерина Андреева, Губерниев, вот эти вот ведущие или там, узнаваемые лица, которые вот как бы под санкциями ЕС они, в общем, сейчас находятся. Они вот, по мнению органов, да, понятно, что это с подачи там Украины, понятно, что это все. То есть Европа, видите, как бы делает то, что она не делала до этого. Давайте я вот так выражусь. Более там дипломатично. Мы заходим, получается, в определенный штопор вот этих вещей.
И можем прийти к тому, это тоже очень важная тема в контексте того, о чем вы сказали выше, подумать над этим. Мы заходим, во-первых, в штопор, и нас уже не отпустит Европа по смене проектности, понимаете? То есть все не просто зашло слишком далеко. Причем я войну сейчас даже не беру. Мы там сейчас обсудим вот эти ужасы, которые происходят вокруг Киева. Как там говорят, да, один тычок, и, в общем-то, Киев падет. 2 тычка, Запорожье, Днепр, Кривой Рог, ну, вот, Харьков, то есть, и, в принципе, тоже будет все понятно. И я вот, кстати, не понимаю... Ну, нет, я понимаю, почему люди, которые, например, поддерживают Россию в войне, да, они вот так бьют копытом и говорят, вот, перемирие, там, это вброс. Вот это... Понимаете, в чем дело? Ну, по большому-то счету, ну, а смысл, да? Тут же, в этом же тоже игра, понимаете? Игра в том, чтобы, условно, лежачему убрать ногу с горла. Да? Игра же в достижении не в том, чтобы кого-то что-то добить. Игра в том, чтобы с Западом потягаться. И вот в этот момент, когда у нас вот такая, скажем так, ситуация, которую мы обсудили выше по поводу этого перемирия энергетического. То есть мы видим стратегическую линию, мы видим Штаты, которые говорят, не-не-не, мы не посредник, мы просто тут рядышком на всякий случай. Хотя посредник еще тот, то есть договариваются через них, это 100%. Мы видим Европу, которая делает очень показательный шаг по поводу этих санкций и включения Россию, ну, в эти списки черные, да, по отмыванию денег. Мы видим то, что как раз-таки эту проектность поменять не дадут европейцы. И вы тут Лукашенко вспомнили. Тоже хочу, чтобы вы прокомментировали нападки со стороны Зеленского, Сибиги, короче, со стороны киевского конгломерата, который у власти, на Лукашенко, который их, внимание, не трогает. Ну, не трогает, очень аккуратно высказывается. Даже когда там он называл Зеленского гнидой, это был очередной там, ну, ответ там на что-то, а также все максимально ровно. И наоборот говорится, что мы готовы к этому, к тому. То есть это, видимо, тоже европейский заказ. То есть у нас есть какая-то сила, которая не даст изменить проектность, причем, я сейчас настаиваю, очень долго. Вне зависимости от страданий людей, ситуации на фронте, эта ситуация может быть, ну, сейчас в этой географии тяжело, а, например, там географию, например, на 50 километров дальше, ну, гипотетически, мы берем экспериментально, мы ни к чему никого не призываем, или просто берем линию фронта и отодвигаем на 50 километров. Для того, чтобы эту зону, полосу в 50 километров вот теми силами, которые сейчас у России, освоить, ну, и пойти дальше. Ну, нормально так годик нужен, наверное, да, ну, там, 2, ну, то, чтобы это все, да, то есть, и мы понимаем, что у европейцев есть время. Что вы думаете об этой силе, которая Украину как клещи зажала и не отпускает? Ну, я думаю, что это те же самые демократы, которые являются, ну, в том числе, знаете, инструментом глобалистов, которые, да, имеют своей целью как раз-таки нанесение стратегического поражения России. Вот. Но, Александр, я очень, наверное, давно живу. И я помню 91 год. Я помню, как за полгода до того, когда Советский Союз практически рухнул, никому в голову не приходило ни на Западе, ни на Востоке, ни в космосе, ни под землей. Никому в голову не приходило, что Союз рухнет. И примерно так и говорили, что ну, это невозможно, а он рухнул. Я вам приводил случай Сот, который бежал, и все были уверены, что он выиграет Олимпиаду. А он помер, не добегая там каких-то сотен метров до конца. Да, то есть война на истощение, она тем и коварна, что в какой-то момент какая-то страна не выдерживает и рушится все мгновенно, как карточный домик от прикосновения. Так что в данной ситуации, знаете, сказать, что никогда Европа не даст Украине поменять свою проектность, я скажу сегодня непопулярную вещь, потому что
Почему сегодня теории заговора и мнение о том, что только личности меняют историю, это мнение является преобладающим. Я же сторонник другого, я вам приводил. Это, да, моя позиция, она тут, ну, правильно меня понять, она в большей степени марксистская моя позиция, по всей видимости, так бы я сказал. Марксистская, то есть валерстайнерская, то есть Эммануила Валерстайна, вот его наработки в отношении общественных процессов. Вот. В том смысле, что на самом деле общественное мнение является основой для формирования политических трендов. Посмотрите поведение Мерца. Вот даже на сегодняшний момент мы с вами имеем позицию, при котором Украине сегодня 5 государств, если не ошибаюсь, да, Германия, Люксембург, Чехия, Словакия и Венгрия уже отказываются от вступления как минимум в ближайшие годы в Европейский Союз. Поведение Мерца, когда он приезжает на восток Германии. Именно на востоке Германии Мерц, для того, чтобы там не растерзали его же немцы, где АфД уже превысила поддержку в 40%, заявляет о том, что Россия, уже много раз об этом, наверное, повторили в вашем эфире, да? Россия – это европейская страна, что с Россией мы должны вести переговоры, что без России невозможна немецкая экономика, европейская экономика. Он эти все вещи говорит. Почему? Потому что общественное мнение Востока Германии его к этому принуждает. И я тут хотел бы, знаете, сказать, что я, возможно, опережаю события. Я просто знаю одно. Если мы с вами не будем строить каких-то моделей, в которых мы должны двигаться, мы никуда двигаться не будем. Мы вот будем сидеть и, знаете, рефлексировать, только реагировать на возникающие события. А там. Я хочу сказать, что появление такой партии мира, которая имела бы четкую, понятную, простую и ясную программу, предложенную для украинцев, появление такой партии мира нашло бы отзыв в Европе. И достаточно серьезный отзыв. И здесь можно было бы говорить уже о координировании совместных действий. Но, опять-таки, подчеркну, страны севера Европы – это страны, которые, ну, например, те же Нидерланды. Да? Это страны, которые говорят: эй, братцы, стоп, мы больше не будем платить за украинскую войну. Изменения, которые произошли в Чехии недавние, они говорят: мы не будем платить за украинскую войну. А о чем заявляет АфД, которая, по всей видимости, или на ближайших выборах, или через выборы, ну, во всяком случае, восток Германии, она уже забрала АфД, которая говорит о том, что, эй, мало того, что мы больше не будем давать денег Украине для продолжения войны, мы заберем 70 миллиардов, которые мы им дали. Это первое. А второе, и это же звучит на высшем политическом уровне Европы, мы наложим на Украину репарации, слово репарации не прозвучало, но это суть, наложим на Украину репарации за взрыв Северного потока, нанесшего триллионные убытки экономике Германии. Понимаете, что происходит? Потужно. Что? Потужно. Потужно. Да, это крайне потужно. И вот нападки сегодняшние Зеленского, нападки на Лукашенко, который, как мне кажется, это как раз-таки тот человек, который мог бы сегодня с Будановым очень активно работать. Ну, то есть Лукашенко, да, это человек союзного государства, да, это президент Беларуси, да, это человек, который вместе с Путиным руководит этим союзным государством, да, естественно, который защищает позицию России, но человек, который стремится к реализации идеологемы о том, что славянские православные народы, русские, украинцы и белорусы должны быть в едином целом. Вот, 3 сестры, помните же этот пункт пропуска, 3 сестры, это там, где встречаются Беларусь, Россия и Украина, пропускной пункт в сторону России и Беларуси. Вот, там стоит такая стелла, если кто помнит, кто выезжал на автомобиле. Лукашенко очень часто там еще в довоенные времена появлялся. И сейчас, появляясь там, говорит о необходимости восстановления отношений. Это человек, который крайне нужен сегодня в переговорном треке. Зеленский нападает. Зеленский нападает на Орбана, Зеленский нападает на Фицо. Зеленский, вы знаете, это тот человек, который делает отчаянную попытку дестабилизации. Он с ужасом, вот он включает телевизор и слышит Мерца, например, который говорит, что Россия, европейская страна, я себе представляю, какой холодный пот бежит у него по позвоночнику Зеленского.
Я говорил об этом, я об этом только могу повториться. Зеленский, на самом деле, чита Зеленских, они находятся в ситуации, когда мир для них – это судьба Чаушеску. По этой причине они будут делать все, чтобы дестабилизировать ситуацию. Они будут делать все для того, чтобы, вот, знаете, путем таких мелких провокаций сделать переговорный трек невозможным. А вот тут другого нет. Другого нет. Зеленский спасает свою шкуру в данной ситуации. Зеленский Вот, но... провел сегодня очередное награждение. Ну, как очередное награждение, значит, золотую звезду вручил, кресты по боевым заслугам, значит, в общем, героев, там, в том числе и посмертно. По поводу посмертно отдельная история. Ну, сегодня обмен телами был. 1000 на 38, короче, опять в 25 раз, да, опять 25. Больше передали в Украину, чем из Украины. Тоже говорит о многом. Хотя нам рассказывали о том, что в Купянске штабелями прям ложили всех, о том, что сколько всех там, Зеленский говорит, 50 тысяч надо убивать в месяц вместе с Федоровым. Они вот такую задачу поставили. Сейчас 35. Ну, слушайте, если вы 35 убили, хорошо, территория там остается павший боец на той территории. Ну что, 38 насобирали? Ну, тоже какая-то, знаете, штука. Ну, короче, вранье какое-то. Ложь. И вот он говорит, выступил, в общем, и дает посыл. Важно не потерять единство, не предать друг друга и дожать. Дожать врага, дожать бой и достичь цели. И это означает достичь для Украины реального результата, такого жизни такой, которая хочет Украина, такой безопасности, которая нужна Украине, такой свободы, которая не только добыта, а еще и на какое-то историческое мгновение, а которая точно сохранена на много-много поколений вперед. Нападая на Лукашенко, Зеленский сказал, что у белорусского народа меньше прав, чем у шпица Лукашенко. О каком результате для Украины и о какой свободе для Украины говорит в этом контексте Зеленский, дожимая врага, дожимая, отступая от врага? Я бы спросил, а кто враг для Зеленского? После этой речи складывается впечатление, что его главный враг – это украинский народ, вот которого он и собрался дожать до ручки, до предела, до уничтожения, для полного стирания нового украинца как этноса, по всей видимости. Для того, чтобы не осталось, вероятно, даже самой возможности возрождения страны. Кто враг? Дожать. Что? Вы знаете, это на самом деле до такой степени цинично, вероятно, звучит сегодня, особенно для жителей Троещины, например. Для жителей Троещины, где на сегодняшний момент уже ситуация с канализацией катастрофическая. Ведь замерзают трубы канализации. Что заявляет водоканал? Водоканал киевский выходит и говорит, не-не-не, наши не замерзают, а вот придомовая территория, это уже не наше дело. Какой-то цирк. Ну как? А вот этот КВНщик, этот бывший комик Бахматов, волею судеб и, не знаю, там, злым хохотом истории в такой важнейший момент, возглавляющий Деснянскую администрацию. Это же просто плевок в лицо этим людям. По поводу туалетов, по поводу, значит, Кличко говорит, уезжайте. Не уезжайте. Враг этого хочет. Не дадим врагу. Покажем, мы должны бороться. Бороться, тужась над ямой, вырытой у тебя во дворе многоквартирного дома спального района Троещины. Это ужасно. И ужасно, и эти... мне кажется, что это уже просто совершенно не работает. То уже они даже столкнулись с тем, что бы ни говорили сегодня о необходимости додавить, дожать, додушить, мы их душили, то это все проецируется только на Киев, это проецируется на Харьков, на Днепропетровск.
Сегодня все действия Зеленского, которые торпедируют мирные переговоры, все действия Зеленского направлены на одно единственное – додушить, вот бабушек додушить, которые неподвижны, которые не могут уехать из Киева, детей малых додушить, женщин додушить, для которых на самом-то деле вот отсутствие элементарных бытовых условий, ну это же катастрофа на самом-то деле. Вот. И притом несусветная подлость. Конечно, об этом много сказано, но я не знаю, сколько еще раз должно это дойти до, собственно, до украинского народа, так вот войти прямо в самый мозг, прямо в самое сердце, прямо в самую душу. Должно войти то, что на самом-то деле детки, деньги, имущество, имение всех этих подлецов в Лондонах, Берлинах, Нью-Йорке. А ваши детки не должны уезжать. И у каждого из этого подлецов есть объяснение. Как, например, Яценюк стащил миллиард с Украины, пуля в лоб, да, построил себе в Майами целый комплекс большой туристический и бегает там по Вашингтону в красных трюселях, смеется над украинцами. И они все, у всех есть оправдание. Мои дети там, потому что они уехали раньше. Мои дети там, а потому что я отправил его учиться, чтобы он там вот выучился, а потом помогал Украину восстанавливать. Что можно тут в Украине сейчас научиться? А там он научится. Я о вас думаю, а вы не уезжайте. Вы не уезжайте. Мужиков словем погреться придут, а вы сидите, ждите. Супчик вот этот, который мы вам сейчас на костре сварили, кушаете. На самом деле это уже до ручки дошло. И когда, понимаете, Александр, когда вот мы провели такой предварительный, конечно, это очень поверхностный анализ, который, в принципе, можно вот дать в рамках такого общения, которое у нас с вами есть сегодня, общение с зрителями вашими. Вот. Но этот поверхностный анализ показывает то, что вот почувствовать достаточно. Вы когда берете в руки цифры, я повторюсь, я финансист, и мне легче работать с цифрами, легче смотреть на экономику. Вы когда берете цифры, то вы смотрите процессы, прежде всего, полной черной дыры, еще к тому же коррумпированной черной дыры Украина, да, в которой не просто все пропадает, а еще из самой черной дыры есть такие, знаете, дырочки, в которые вытекает это все. Это первое. Вы имеете стагнацию немецкой экономики, стагнацию Европейского Союза и полную неопределенность сегодня Европейского Союза в отношениях с Соединенными Штатами. Когда Европейский Союз всячески хотел, вроде бы, как знаете, откреститься от энергетической зависимости России. Да, зачем получать действительно дешевый газ, дешевые энергоносители? Зачем производить конкурентоспособную по цене продукцию? Автомобили, химические удобрения. Зачем это все делать? Вот. Да, сейчас в тотальную зависимость попали от американского сжиженного газа, который, внимание, почти в 4 раза дороже того газа, который получала Европа от России. Да? И вот когда мы с вами смотрим на вот этот такой даже поверхностный анализ, то я вот что вам скажу. Единственный субъект, который при продолжении этого тренда, при продолжении войны, единственный субъект, который будет дожат до ручки, это украинский народ. Вот это единственный субъект. Потом эти подлецы разбегут так своим сюзереном. Они побегут в Лондон, в свои имения, в Берлины, в Нью-Йорке, Флориды, к Яценюку в гости. Там тоже наверняка уже побрастали все, как вот с Даниловым недавнее расследование показывало. Да? У всех есть маленькие, что там, хатынка маленькая. У каждого есть. А вот украинский народ, если это не остановится, будет по этим словам Зеленского дожат до ручки. До полной ручки. Этот украинский народ вообще никого не волнует, понимаете? Ему плюют, прям, это, смотрите, это прям как с пулемета. Значит, то Кристалина выходит, говорит, рычите. То выходит помощница, советница Умерова, говорит, надо быть готовым, учить, чтобы дети, внуки и правнуки умели ходить в туалет без воды и канализации, понимаете, на улице, в выгребную яму. То еще какие-то, понимаете, посол Канады выходит и говорит,
терпите, лучше, чем под Россией, терпите. Понимаете, это вот прям это. Сегодня, вот мы так по Троещину вспоминали, этот Бахматов этот издевается, прямо издевается над людьми. Ну ладно, Бахматов. Телеканал «Киев». Вот, пожалуйста. Значит, сюжет. Эксклюзив, между прочим. На Троещине развернули 2 палаточных городка. Логотип 14:33. Все, прямой эфир. Стоит журналистка, рассказывает на фоне палаточного городка в каске и в бронежилете. Люди ахнули. В смысле ты в каске и в бронежилете на Троещине, в Киеве, на левом берегу, спальный массив? Ну, потом объяснили, не-не-не, типа там не гоняйте зраду, это просто воздушная же тревога. А потом, когда воздушная тревога, они берут, обязаны, протокол такой. Ты журналист, ты обязан в каске быть, в этом, ну, в амуниции, пресса. Ну, она у нее так вот, вы видели, да, вот такая, вот так вот, как бы, она, ну, так, по-пацански, так, девчину надела эту каску. Ну, поэтому не волнуйтесь, это просто так, ради проформы. Так понимаете, у нас все получается ради галочки, ради вида, все ради какого-то... Только этот народ, по-моему, унижают и унижают. У нас президент клоун. У нас президент, который, собственно говоря, на этом построил себя. Это человек, который построил себя как раз-таки для вида, для галочки, как отреагирует. Я не исключаю, что сегодняшний сюжет вот такой, когда даже Троещину журналисты снимают в касках и бронежилетах, это сюжет, который нужен для Европы, например, чтобы посмотрели, стащили оттуда и показали, в каком состоянии на самом деле находится. То есть картинка нужна. Картинка сегодня это такой важнейший, к сожалению, важнейший элемент. Уже, знаете, на цифры не смотрят. Я могу только, знаете, процитировать одну известную даму украинской политики, которая говорит о том, что в этом фашистском государстве останется герб и гимн. Людей не останется, страны не останется, экономики не останется, ничего не останется, но вид будет. Вот на каком-то спиленном дереве, на пеньке какого-то последнего дерева, который спилит последний украинец для того, чтобы обогреться, вот на нем и поставят. Поставят магнитофон, который будет играть гимн, флаг и герб деревянный. Да и тот деревянный герб, наверное, долго не простоит, его тоже соберут для обогрева. Вот. Да, увы, да. Так вот, вы знаете, чтобы в конечном итоге вот так вот подвести вот под этот такой достаточно вроде бы широкий анализ, вот мы взяли так вот 3 основные момента, 3 основные сегмента, которые проанализируют, я вам хочу сказать, то именно как раз-таки Россия, вы должны это признавать, знаете, не признавать реальности, это означает выбирать неверные решения. Если вы неверно оцените обстановку на местности, если у вас компас будет показывать неверное направление, вы выйдете не туда, вы заблудитесь и погибнете. Точно так же неверная оценка способности Украины, неверная оценка базиса привела ее, во-первых, к тотальной зависимости, а во-вторых, привела ее к тотальному разрушению, в котором сегодня, в общем-то, к которому сегодня мы с вами двигаемся. Так вот, признавать реалии мы должны признать, что вот когда мы анализируем бюджет Российской Федерации, оборонный комплекс анализируем, то эти как раз-таки готовы, говорят, ребята, ладно, либо мы садимся и разговариваем, ну, либо мы тогда с вами продолжаем. Мы продолжаем войну на истощение. Мы смотрим на процессы деструктивные, которые происходят в самом Европейском Союзе. Мы смотрим огромное напряжение, которое сегодня вырастает между Соединенными Штатами и Европейским Союзом. Гренландия, то, что сейчас в принципе зашатался весь Восток, и вот впереди, по всей видимости, война между Соединенными Штатами и Ираном, то есть тоже какие могут быть события. И Россия говорит, мы будем в этом направлении двигаться, мы вам определили. Но ведь смотрите, у нас вчера это был уже нанесен удар по Запорожью из РСЗО. Вчера удар по Запорожью из РСЗО, или сегодня утром. Вот, то есть уже же российские войска находится в непосредственной близости, да, вот вы говорите, Александр, нужно, чтобы эту территорию не взяли, год, наверное, им двигаться. Так ситуация для Запорожья, Днепропетровска, ситуация Харькова,
ситуация такова, что незначительные продвижения позволят ствольной артиллерии бить по центру города. Ну, соответственно, вышибать логистику, вышибать склады, вышибать все, что необходимо для того, чтобы вести военные действия. Но, соответственно, это сделает невозможной жизнь сотен тысяч и миллионов. То есть эти 3 города вместе, там 1,5 миллиона сейчас, наверное, или 2 миллиона человек. И тогда начнется совершенно неконтролируемый внутренний процесс, внутренней хаотической миграции. И тут незначительные продвижения на фронте могут привести к тому, что хаос, миграционный внутренний хаос приведет к катастрофе, которую сдержать будет невозможно. И тогда это будет похоже на прорыв плотины. Стоит плотина, кажется, да, прекрасная, мощная плотина. А внутри уже возникли большущие проблемы. И может статься та самая ситуация, опять мы к этому случаю СОЦ возвращаемся, или вот особенность войны на истощение, когда действительно последний удар может привести к тотальному разрушению. Просто тотальному обрушению и оборонных линий, и к тотальному обрушению государства и неспособности с ним что-то сделать. Вот. И по этой причине я, знаете, хочу вам сказать, что на самом-то деле Украина, мы с вами, украинцы, братья, никто, кроме нас с вами на сегодняшний момент в мире заинтересован не может быть. Часто в личных разговорах, не в публичных, конечно, с украинцами, с политиками, мне доводится слушать. Слушай, да эту территорию Донбасса все уже хотят отдать. Ну що там тот кусочок того Донбаса? Хай собі вони забирають. Воно там все заміновано, 100 років розміновувати його будуть. Хай собі беруть. Если мы с вами готовы к конструктивному разговору по поводу мира, то складывающаяся сегодня ситуация такова, что мир возможен. Конечно, при том, что будут проведены впоследствии выборы, мы с вами осознаем, что необходимо переформатирование, необходимо устранение от власти Зеленского и его всей команды, скажем так, вот, и формирование совсем другое. То есть должны прийти люди, которые находятся вне разрушительного цикла, должны прийти люди, которые находятся вне желания додушить до последнего украинца. А это, конечно, должна быть сформирована какая-то политическая сила, какая-то группа людей, которая, во-первых, сможет приехать в Украину, сможет так участвовать. Их посадят. Вот это как раз-таки задача, которая и стоит. То есть, я думаю, перед это кем? Перед участниками избирательного процесса, перед участниками переговорного процесса. То есть, ведь, ежели на сегодняшний момент... Стойте, а кто у нас в участниках переговорного процесса? Россия, Соединенные Штаты, Украина. Да, и кому из этих 3 интересно, чтобы кто-то приехал в Украину, плюс-минус адекватный, здравый, его там не тронули, и еще он там развернул политическую деятельность? По-моему, никому. Даже если это интересно хотя бы одному актору среди этих 3 сил, то тогда переговоры возможны только в том случае, и мир возможен только в том случае, когда интересы этой стороны будут учтены. То есть вы предлагаете вернуться политикам, которые бы играли в интересах Америки или России? Я предлагаю вернуться политикам, которые играли бы в интересах Украины. Весь вопрос только в том, что необходимо вернуть на свои места. Не нужен. Начать разговор о том, что такое, что такое хорошо, а что такое плохо. Ни Америке, ни России не нужны политики, которые там могут развернуть политическую деятельность, чтобы настолько, чтобы этого требовать на переговорах и делать из этого принципиальное условие. Эти политики не являются частью интереса ни Америки, ни России, понимаете? Америка уже все получила. Я этого не чувствую и позволю, Александр, с вами не согласиться. Потому что то, что мне видится, и то, что я себе вижу, и то, что я понимаю, учитывая мои разговоры с политиками Беларуси и России, то ситуация такова, что на самом-то деле и Беларусь, и Россия прекрасно понимают, что Украина как дружественное государство, Украина как государство, один из элементов этого тройственного союза крайне необходим и Беларуси, и России. И ежели не будет решен процесс изменения самой сущности Украины, если она останется под руководством этих людей, которые призывают к террористичным, призывают и исполняют
террористические акты, которым плевать на нужды собственного народа, которые выдавливают из этого своего народа, как из тюбика пасту, новых и новых солдат для фронта, которых там стирают в нуль. Им ничего больше не интересно. Так, если этого не произойдет, то тогда зачем перемирие России? Объясните мне. Перемирие с одной единственной целью. Они ж такие же люди, как вы и я, которые также сидят и думают о том, что делать, и которые также несут, которые несут гораздо большую ответственность, как могут нести президенты на себе, там, парламентарии на себе и так далее, за судьбу своего государства и своего народа. И сделать эту передышку, когда не лишены вопросы изменения самой сущности, сделать эту передышку ради только того, чтобы дать все-таки вздохнуть Европе, вздохнуть как-то хорошо, не к апрелю деньги, хотя бы к маю, может быть, к июню, может, чуть попозже. Главное, чтобы войны не было. Дайте нам деньги собрать, дайте нам чуть-чуть ракет выпустить, дайте нам посильнее вооружить Украину, а потом мы с вами поговорим о других мирных условиях. Так, что ли? Да нет, братцы, давайте же будем реалистами. Еще раз я подчеркну. И я знаю, что это и рискованно, и службы безопасности, и все остальные, в общем, гоняются за вами, кто только не попадя. Я не знаю, кто сегодня более опасен. Сегодня более опасна служба безопасности Украины, либо вывернутыми мозгами полностью активисты, украинские или еще кто. Так вот, братцы, объективно ситуация такова. Украина войну проиграла. Украина находится на искусственном дыхании. Это уже не Украина держит Украину, это уже держит полностью, с трясущимися коленами Европа. И сегодняшний момент, он таков, когда мы еще можем это остановить. Признавать объективную реалию, признавать свою неспособность, например, победить в войне и найти вовремя решение, которое не позволит разрушить свою страну, а наоборот, даст возможность проанализировать и подумать, о чем мы тут? Я когда первый раз попал в Соединенные Штаты, в 90-х годах, наверное, там еще по бизнесу я был в Соединенных Штатах, я помню, еще в самолете я купил путеводитель по Нью-Йорку. Я был до такой степени поражен, в путеводителе по Нью-Йорку был написан, если вы не знаете Нью-Йорк, и вы попали в какой-то район, и вы видите, что много надписей на стенах, вы видите, что много уже черных людей появляется, вы видите, что что-то тут много грязи, срочно сделайте следующее. Разворачивайтесь, езжайте обратно, ибо, по всей видимости, вы попали в Гарлем. Вот это наша украинская ситуация. По всей видимости, мы попали, как же слово плохое это не произнести. В общем, мы, братцы, мы с вами уверенно движемся по анальному отверстию в самую его глубину. И для того, чтобы просто не погибнуть, необходимо разворачиваться и идти в другую сторону. Там попробуй развернись еще в этом отверстии, Василий. Да, друзья, всем спасибо, что присоединяетесь. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк. Подпишитесь, пожалуйста, на телеграм-канал Василия Волги. Ссылка в описании традиционно. Подведем итоги опроса и к вопросам зрителей. Вы против или за перемирие? 7% за продолжение войны. 12% за полное перемирие, против только энергетического. То есть, если перемирие, то полное. 17% за любую деэскалацию. Перемирие, не перемирие, что угодно. Лишь бы было легче, а не тяжелее. Потому что сейчас тяжелее. И 64% солидарны, наверное, где-то с вами, что они против всяких перемирий, они за полноценный мир сразу. Сели, договорились, решили, закончили. А дальше уже каждый со своими обязательствами расправляется со своими какими-то внутренними голосами, которые против того, что заключили. Но надо брать и заключать. На этом, кстати, Путин настаивает, Трамп настаивает. Вот так. Вот такие итоги. Давайте переходить к вопросам наших зрителей, которые они оставили заблаговременно. И начнем, пожалуй, здесь уточняет Михаил в клубе зрителей, а разве справилась Набиуллина, или Россия с финансовыми проблемами? Банковские расчеты как были, так и есть, только на то, что
не попала под санкции или жизненно необходимы как санкция санкционирующих, ну, тех, кто санкции вводит, так и для санкционируемых, да, тех, кто под санкциями. Сомневается Михаил, что прям справилась Россия. Михаил, здравствуйте. Это очень хороший вопрос, потому что он уточняет ситуацию. Когда мы говорим с вами о том, что Россия выдержала этот взрыв финансовой атомной бомбы, мы говорим о том, что финансовая система России не рухнет. Не рухнули международные расчеты. Они были достаточно быстро, они были переориентированы. Ну, конечно, на глобальный юг, на восток они были переориентированы, но сама система работает. Вот я о чем говорю. Вот. Так что это факт. Да, они справились. Сообщество YouTube Александр спрашивает: Константин Паустовский и Михаил Булгаков подробно описывали жизнь киевлян в холодных подвалах 18-19 годах прошлого века, в то время как власть занималась переименованием улиц и борьбой с москворотыми украинцами. До боли напоминает сегодняшнюю ситуацию, просто с фотографической точностью. Вопрос: неужели они обладали даром предвидения? Паустовский и Булгаков, скорее всего, имеется в виду. Это... Они же не описывали 2022 год, не описывали 2024 и 2026 год. Нет, просто эта история имеет склонность повторяться. Петр, Василий Александрович, несколько дней назад здесь у Шелеста я задал вопрос эксперту из Болгарии Пламену Паскову. Не замечает ли он, что Россия после Абу-Даби прикрутила атаки на энергетику Украины? Он ответил, что ничего такого не заметил. Сегодня же уже главная новость всего Политбомонта о том, что прикручивать, не прикручивать. По каким критериям кто-то кого-то назначает политическим экспертом, если этот кто-то позиционирует себя таковым, если даже рядовой зритель и выступлений не замечает вокруг, что бы полагалось замечать в первую очередь? Такой вопрос. Мне кажется, это вопрос с попыткой наехать на вашего коллегу из Болгарии. На самом деле я поддержу вашего коллегу из Болгарии вот, в том смысле, что да, только сегодня действительно заговорили, и мы еще даже не знаем, сколько продержится. И продержится ли это перемирие? Ведь у Зеленского есть все возможности и шансы сейчас его сорвать, как, в принципе, он это делал ранее и не один раз. Вот, так что, а на тот момент, когда вам отвечал Пасков, мне кажется, на тот момент как раз-таки были нанесены последние катастрофические удары, который, собственно говоря, был последний толчок, тычок, который привел к коллапсу Киева. Добрый день. Вопрос гостю. Как создавалась партия СЛС, Союз левых сил? Поддерживаете ли вы сейчас связь с Максимом Гольдарбом? К сожалению, с Максимом я связь пока не поддерживаю. Я думаю, что мы обязательно с ним свяжемся. Это очень достойный, очень толковый, очень сильный человек. Вот, собственно говоря, по этой причине и когда начались там избирательные процессы внутри партии Союз левых сил, я тогда и предложил Максима на свое место, то есть вместо меня возглавить партию. А создавалась партия достаточно давно, то есть она 10 лет просуществовала до момента своего запрета. Вот сейчас же она запрещена киевской властью, там 10 партий запрещено. Вот среди них Союз левых сил. Создавалась она из общественной, всеукраинской общественной организации. Громадский контроль была такая организация. Я создавал ее в 1999 году, в 2000 году. Достаточно большая была организация, очень влиятельная организация. Она брала, это я попытался сделать такую копию с народного контроля в СССР. Да, то есть там было несколько департаментов, люди в этих департаментах изучали профильные законы. Вот, мы согласовали соответствующие удостоверения и согласовали с Министерством юстиции позицию, и эти люди контролировали сферы народного хозяйства. Это было очень интересно. И впоследствии мы пришли к тому, что нам необходимо и принятие закона о народном контроле, по образу того, как, например, в Беларуси действует закон о государственном контроле, вот, как в Советском Союзе действовал закон о народном контроле, вот, когда все сферы и потребления, общественные все сферы, в общем-то, контролировались народным контролером. Вот. И для этого было принято решение о создании политической партии. И постепенно политическая партия, она, конечно, во многом
изменилось не только принятие закона о громадском контроле, то есть стало целью. В партию вступили такие известные люди, как Толочка Петр Петрович, академик Толочка Петр Петрович, академик Юрий Николаевич Пахомов, академик Плитин. То есть это такой был мозговой центр у нашей политической силы. Вот. Но потом мы прошли очень непростые события. Был мой конфликт с Януковичем, с его сыном, который для меня не очень просто закончился и так далее. Ну и впоследствии, собственно говоря, вот Максим Гальдаров возглавил партию. И я считаю, что если тому сложатся соответствующие условия, и та партия мира, о которой я говорю, которая, я просто гарантирую, найдет очень серьезных союзников в европейском политическом бомонде, то есть сможет существенно влиять на процессы и принять участие в формировании новой Украины, то я думаю, Максим Гальдаров смог бы достойно представить, ну, и Союз левых сил, например, в этом подобном движении. Ну, или уже каким-то образом саму по себе партию с этой идеологемой социальной справедливости. Татьяна, добрый день. Василий Александрович, вы искренне в своем желании, чтобы прекратилась ненависть между украинцами и россиянами? Знак вопроса. Почему же в вашем телеграм-канале столько комментариев человеконенавистнических, продолжающих эту ненависть разжигать? Ну, по поводу я попросил бы, кстати, используя возможность, подписывайтесь на мой телеграм-канал. И чем больше в моем телеграм-канале будет как раз-таки людей с разными точками зрения, возможно, мы будем искать компромисс по этому вопросу. Почему? Да потому что еще уровень ненависти очень высок. Потому что еще на сегодняшний момент не предложено никакой альтернативы. Потому что на сегодняшний момент только воюем либо до последнего украинца, либо воюем до нанесения стратегического поражения России. То есть в любом случае ненависть. Ведь, знаете, я не могу не согласиться здесь вот с Александром Раром. Я, по-моему, говорил когда-то уже про его книгу. Вот она просто совсем недавно вышла. Она на меня произвела колоссальное впечатление. Она, правда, только пока на немецком, но я думаю, она будет в переводе украинском, русском переводе. Вот. Книга называется «Золотые ворота Киева». И когда он сравнивает этот конфликт с конфликтом религиозным, и знаете, в чем именно? По уровню ненависти. Только в религиозных конфликтах уровень ненависти столь высок, как в сегодняшнем украино-российском конфликте. Вот. Ну и, конечно, нам необходимо разговаривать. Нам необходимо разговаривать не ненавидя друг друга, пытаться просто дать другому право быть, пытаться дать другому право иметь свой взгляд, свои убеждения. И четко помнить, что моя свобода, мой произвол заканчивается там, где начинается свобода другого. И если мы с вами таким образом формируем свои отношения, если мы стремимся к взаимоуважительным отношениям, мы тогда в состоянии с вами искать компромиссное решение. Тогда в состоянии ненависть отодвигать. Если мы с вами ненавистью отвечаем на ненависть, мы не делаем добра больше. Мы ненависть в 2 раза больше делаем. Вот. И, конечно, тогда в моем канале я все время стремлюсь к этому. Он еще очень в зачаточном состоянии. Там еще и 3000 подписчиков у меня нет. Вот. Но, тем не менее, я стремлюсь к тому, чтобы возник диалог. Это мое действительно искреннее желание миротворчества. Лина Востроилова, когда изведут людскую силу, тогда Украина и рухнет? Сколько еще протянут украинцы, по вашим оценкам? Ну, все зависит от того, будет ли действительно продвигаться мирный трек или нет. Украина еще может, ежели Европа, вот Мерц, например, поставил уже задачу сделать заем для Германии в 1 триллион евро. Из этого 1 триллиона евро, ну, никогда такого в истории не было. Но спасение Германии на сегодняшний момент только в одном – залезть в долги. Оказавшись без российской энергетики, ну, без ресурсов российских, энергетика и промышленность германская, она находится в тяжелейшем состоянии. И необходимо, Мерц думает, мы на 10 лет сделаем такой заем, будем жить в долг на протяжении 10 лет. Вот, и за это время как-то решится вопрос. И либо Ишак, либо Шах сдохнет. Вот. Так вот, если все-таки этот заем будет осуществлен, Германия найдет деньги и будут выделять деньги для войны, то у Украины, по информации того же Министерства обороны Украины, около 2 миллионов мужчин сегодня прячутся по квартирам, чердакам,
не выходят на улицу. И в комитетах Верховной Рады сегодня рассматривается проект закона, который позволит ТЦК вместе с милицией взламывать двери, если есть обоснованные, как в законопроекте пишется, обоснованные подозрения о том, что в квартире может скрываться ухилянт. То есть человеческого ресурса для того, чтобы перемолоть его вот в этой страшной войне, еще достаточно много. То есть еще около 2 миллионов можно сточить украинских мужчин, можно сточить в этой войне, если войну мы с вами не остановим. Мгм. Ну вот по поводу диалога. Вот пишет пользователь в чаті трансляції. Я обстріляний у 22-му році авіацією Росії, піду завтра у Белгород дружити з Росією, підуть дружити і тисячі ТЦКшників. Навіщо Волга розповідає казки? Я проти Зелі, зміню громадянство, мені кумедно від дружби. Ну, что я могу сказать? Ну, это только яркий пример того, о чем я говорю. Яркий пример вот такой вот ненависти. У нас с вами примеров того, как страны восстанавливали свои отношения после войны, да, после самой страшной войны, с концлагерями, я подчеркну, войны, когда вот по разным подсчетам, ну, например, граждан Советского Союза погибло в Великой Отечественной войне там от 24 до 26 миллионов человек, и только 7 миллионов на фронте. Понимаете, только 7 миллионов, там, ну, почти 8 миллионов на фронте. То есть, получается, что 18 миллионов мирных жителей. Но, тем не менее, после войны мы же восстановили отношения. Тем не менее, уже даже вот во время независимости, когда распался Советский Союз, я не знаю, правда, независимости от чего, от здравого смысла, мне кажется. Вот. Но даже во время этой независимости от здравого смысла, тем не менее, были восстановлены отношения Украины и Германии. Посмотрите, какие они сегодня. А Украина и Беларусь наиболее пострадали во время Великой Отечественной войны. Вот. Так что примеров этих много. Вопрос заключается в том, что мы считаем за благо. Если мы за благо держим ненависть, если мы готовы ради того, чтобы у соседа корова сдохла, 2 своих зарезать, ну тогда ничего не получится. Если мы с вами за благо держим мир, развитие, новые семьи украинские, детей, которых будут рожать, тепло в наших домах, богатый стол, хорошая работа, хорошая заработная плата. Если мы это держим за благо, ну, то тогда, братцы, нам нужно радикальным образом пересмотреть нашу позицию, что такое хорошо, а что такое плохо. Ваша ненависть, Николай, да, по-моему, подписчик. Ну, там не Николай, там просто кто-то, непонятно кто. Ваша ненависть – это деструкция. Если вы не поймете, что вот именно эта ненависть является главным ключом, который используют те, кто уничтожает сегодня Украину, кто душит Украину до последнего украинца, вот чтобы додушить, додавить, как там Зеленский говорит, да, то вот именно эта ненависть является сегодня главным оружием для того, чтобы уничтожить Украину до конца. Да, нас, русских, уже ненавидит вся Украина, потому что войну начал Путин, копаться почему не хотят, ибо пропустили тот момент, когда нужно было терпеть, Европа пусть поможет, Наталья пишет. Ну, то есть и в России, видите, такие есть. Я так понимаю, такие есть мысли. Сейчас вообще выстроили все, выстроились все вот эти оппозиционеры, хорошие русские, в ПАСЕ, да, то есть ставки на них делают, навальнистов отодвинули. Это несусветный цирк. Вы либо говорите действительно с государством, вы либо говорите действительно с его народом, либо вы говорите, с теми людьми, которые никак уж не представляют, не являются репрезентативными в смысле того государства, то есть России тоже. Вот. Эти все игры, они вот как раз только для одного. Все эти игры рассчитаны на то, чтобы и дальше травить вот пропагандистскими приемами, травить мозги и душу украинцев. Вот спрашивает пользовательница, что Зеленский... Я заметил, тут есть просто такая история, вот почему в конце эфира теряются сообщения. Тут залетают определенные люди и постоянно вот там в режиме нон-стоп шлют одно и то же какое-то сообщение свое. Да?
То есть, и поэтому вопросы, я понимаю, сбивают таким образом, но тем не менее, спасибо большое за то, что все равно, несмотря на эти там атаки, все равно вы пишете свои вопросы. Тут шутят, конечно, Вячеслав, Тиса уже замерзла или нет, интересуется. Ну, мы не в курсе, да, замерзла или нет Тиса. Она горная река, она там не замерзает на самом деле так. Но вопрос вот такой. Зеленскому кто-то вернул его слова, когда он на стадионе Порошенко критиковал в том, что он не может закончить войну? Да я думаю, что уже все, кому не лень, вернули эти слова. То есть они уже возвращены и политиками большого, малого масштаба, мемами, которым сегодня переполнен просто-напросто интернет. Конечно, конечно. Вот, ну, конечно, да, вернули, но здесь вот лишний раз я повторюсь. Вы понимаете, тогда, когда, например, мне, другим людям, вот многим людям из ваших гостей, тем людям, которые сегодня сидят в застенках СБУ, в застенках, ну, в принципе, политические, да, цифры же разные существуют, до 44 тысяч политических заключенных или 42 на сегодня в Украине. Когда этим людям, общественным, публичным людям, которые предлагают альтернативную точку зрения, которые на протяжении последних десятилетий, подчеркиваю, вы знаете, свою книгу «Культурная война в Украине. 2004. Знак вопроса» я написал в 2004 году. Она была опубликована в 2008 году, прошу прощения. То есть я отталкивался как раз-таки от первого Майдана. В 2008 году она тогда разошлась огромным тиражом, больше 100 тысяч экземпляров книга эта разошлась. Я сейчас иногда пролистываю, вот мне, кстати, один ваш зритель напомнил, я комментарии просматривал об этой книге, и я ее пролистываю, такое впечатление, что как будто бы я на машине времени пролетел эти годы. Да? Вот. Так вот, ну, на самом-то деле, дорогие друзья, если мы с вами не придем к тому, что мы должны... То есть, если я вот когда смогу пройти по Киеву, извините, сбился с дороги, да, смогу пройти по Киеву, и меня просто-напросто, не убьют, вот. Ежели общественная мысль и общественное мнение будет таково, что когда политики, агитирующие за мир, агитирующие за изменение самой сущности украинского государства, я подчеркиваю, государство как форма организации власти. Говоря о государстве, я всегда говорю об академическом его определении, да, как форма организации власти. Вот изменение этой сущности, если мы сможем, политики эти смогут выйти в Киеве, в Харькове, в Днепропетровске, в Одессе, смогут говорить и их не сожгут, вот тогда, это самый главный вопрос, тогда мы с вами и сможем иметь надежду на восстановление и возрождение нашей страны. Если этого не будет, то есть ключевым является вопрос не персональный, ключевым вопрос нашего, вот как народа украинского, понимания, где мы оказались и что нам делать. Бежать, Василий Александрович. Это, к сожалению. К сожалению, понимаете. Пока многие принимают именно такое решение. Так... Пока многие принимают именно такое и решение. И млад, и стар. Да. Александр, но опять-таки подчеркну, не имея модели, которой нам двигаться, мы двигаться не будем никуда. Василий Волга был моим собеседником сегодня. Благодарю за время и мысли. Спасибо. Друзья, спасибо большое за то, что посмотрели этот эфир. Напишите, что думаете в комментариях. Самое главное, несмотря ни на что, как бы тяжело ни было, берегите себя и друг друга. Добра и света. Увидимся. Всех обнимаю. Всем добра.